Приветствую вас, мои многоуважаемые подписчики. С вами снова Лебедь Белая. Хочу сегодня предложить вам расклад, который будет называться «Карьера. Моя карьера». Как обычно, в начале расклада, который будет на 3 варианта, это ваша сигнификация. Обращайте внимание на нее. И если вы чувствуете, что сигнификация вам не подходит, значит расклад не ваш, можно поменять вариант. Ну, или посмотреть расклад в другой день. В этом раскладе мы попытаемся ответить на несколько вопросов. Первый вопрос. Значение карьеры в моей жизни. Прошлый опыт, который влияет на достижение успеха. Что я не могу изменить. Ну и что нужно делать, чтобы достичь успеха. В конце расклада, как обычно, совет от высших сил. Ну что ж, давайте начинать. А впереди у нас первый вариант. Вся информация под видео. Жду на личные расклады. Подписывайтесь на мой канал. Всегда рада обратной связи. Приветствую. Первый вариант. Ваш сигнификатор. Сегодня вы в настроениях замечательных. Вы что-то придумали интересное. Вы просто сидите, фантазируете, размышляете о том, что вас ждет впереди. Такая ситуация в голове, когда я планирую, и причем при этом испытываю очень большое удовольствие от планирования. То есть вы наполнены эмоциями и хотели бы в дальнейшем, чтобы все ваши мечты обязательно сбылись. Каково значение карьеры в моей жизни? Я думаю, что карьера не главное в вашей жизни, и карты нам об этом говорят. Когда вы говорите о карьере, то вы не испытываете каких-то особенных эмоций. То есть вы так достаточно спокойно, прохладно воспринимаете разговоры о том, как будет развиваться ваша карьера. И размышления о карьере не вызывают у вас каких-то дополнительных состояний радости, воодушевления и так далее. Прошлый опыт, который влияет на достижение успеха. Вы в прошлом пытались сделать свою карьеру, и у вас были различные варианты. Но почему-то вы эти варианты отвергли, не приняли. Может быть, эти варианты вам были неинтересны по той причине, что они не приносили материального дохода. А может быть, вы посчитали на тот момент, что вам это абсолютно неинтересно. Что я не могу изменить на сегодняшний день? На сегодняшний день вы не готовы к достаточно серьезной ответственности, а именно финансовой ответственности. То есть вы пока не можете взять себя в руки, четко определить цель своего движения вперед. Если это бизнес, то написать серьезный бизнес-план, то сейчас вы еще не доросли до этого уровня. Возможно, это у вас впереди. Поэтому, скорее всего, вы являетесь на сегодняшний день служащим какой-нибудь фирмы, организации или компании. Но, может быть, в крайнем случае заместителем директора, но пока не занимайте важные руководящие должности. Что нужно делать, чтобы достичь успеха? Что же сделать? Во-первых, не надо отказываться от тех предложений, которые вам идут. Вы почему-то не удовлетворены. Может быть, вы боитесь. Может быть, вы увидели в своей жизни, имеете такой опыт, который вас приводит в состояние страха, и вы просто-напросто сегодня не готовы. Но так или иначе, вы отказываетесь, чтобы уйти вверх по своей карьерной лестнице, и предпочитаете оставаться на том месте,
где находитесь. Каков совет для первого варианта? Ну, во-первых, не держите в себе, что накипело. Надо обязательно это все из себя выплескивать для того, чтобы в очередной раз отрефлексировать и понять, что со мной происходит. Если судьба прижмет, то в поступках люди расходятся. Сильный в несчастье борется, слабый в несчастье пьет. Вот такой совет. Будь проще к людям. Хочешь быть мудрый, не делай больно мудростью своей. Важна чистота твоей души. Если черта свойственна всем людям, забывать все хорошие поступки после одного плохого. Вот такие советы сегодня вам открывает Вселенная. То есть, возможно, вам сегодня больше внимания нужно уделить своему развитию и духовному совершенствованию, нежели созданию карьеры и достаточно высокого материального благополучия. Лунный оракул нам подтверждает равновесие духовного и практического. То есть сегодня вы еще не в гармонии, чтобы начинать новые проекты и подниматься по карьерной лестнице. Проанализируйте то, что сейчас с вами происходит, сделайте выводы, уравновесьте себя и дальше к новым свершениям. Всегда рада с вами встретиться на своем канале. Приглашаю на личные консультации. До новых встреч. А это был расклад для первого варианта. Приветствую, двоечек. Для вас расклад, ваша карьера и ваша сигнификация. Двойка мечей нам говорит, что вы сегодня не готовы отправиться в путь, не готовы общаться. Вы сегодня не хотите открывать себе какие-либо дороги. Ну, скорее всего, вы сегодня просто отдыхаете, и вы еще находитесь в отпуске. То есть ваши перспективы пока не простраиваются. Наверное, это и неплохо. Делу время, потехе час. Ну и, конечно же, после тяжелой недели, месяца, а то и года, необходим хороший отдых. Поэтому сегодня вы в закрытом состоянии и не хотите чего-либо нового. Мы говорим сегодня о карьере. Давайте посмотрим значение карьеры вот в вашей жизни. Вообще для вас карьера имеет большое значение. Вы достаточно целеустремленный человек, человек, который стремится к изменениям, человек, который стремится к тому, чтобы его жизнь была светлой, наполненной и чтобы она вас удовлетворяла на 100%. Вы достаточно эгоистичны и всегда заинтересованы в реализации собственных интересов. Поэтому карьера для вас будет занимать основное положение в вашей жизни. Какой у вас прошлый опыт? Прошлый опыт у вас достаточно успешен. Вы, возможно, очень активно движетесь по карьере и на данном этапе превзошли себя и поднялись на очередную ступеньку своего положения. Вы победитель, вы молодец. Причем настроение у вас такое, чтобы побеждать, побеждать и побеждать. Что вы не можете на данном этапе изменить? Вы пока еще не готовы делиться теми средствами, теми знаниями, теми умениями, которые вы на сегодняшний день обладаете. Для вас это очень важный аспект, ведь мы не только берем, важно еще и научиться отдавать. Возможно, вам надо открыть какие-нибудь интересные занятия для различных людей, может быть, курсы, может быть, вы захотите и окажете благотворительную помощь. Возможностей поделиться своими знаниями, умениями, навыками, а также финансами – это очень важный аспект становления человека
в своей карьере. Что нужно делать, чтобы достичь успеха? Вот здесь, наверное, терпение. Карта терпения – подождать те плоды, которые должны получиться от предыдущего успеха. То есть вы достигли определенного уровня, и сейчас нужно, чтобы цветочки превратились в ягодки. Поэтому подождите чуть-чуть. И потом с новыми силами возьмитесь за работу. Каков совет от Вселенной? Добро всегда победит. Какими намерениями вы идете в жизнь и что вы проецируете, то вам мир и отзеркалит. Люби, никогда не оправдывайся. Будь честным, этого достаточно. Сбереги гармонию в каждом моменте. Выбирай достойное, а не достойное. Посмотрите, какие замечательные советы. Они нам говорят о том, что старайтесь простраивать свой путь по карьерной лестнице, основываясь на самых важных, лучших ценностях, которые были когда-либо сформулированными людьми планеты. Ну и совет от оракула лунного: все начинается заново. И новолуние нам об этом говорит. Сейчас у вас начнется новый этап в вашей карьере, который приведет вас к очередному успеху. Ведь вы об этом прекрасно знаете, что вас ждет. Потому что для этого вы делаете максимум того, на что вы способны. Желаю вам успехов в вашем карьерном продвижении. Приглашаю на индивидуальные консультации. Всегда рада к взаимодействию. Вся информация под видео. Всего хорошего второму варианту. А впереди, многоуважаемые троечки, ваша сигнификация. Но я бы сказала, вы такой хитрец. Хитрец, который много чего хочет, много чего желает, но не очень честным путем. Вы как маленький ребенок, который любыми способами хочет получить конфетку, обмануть своих родителей, обмануть братьев, сестер, только бы получить свое. Вот вы такие сейчас, и в таких энергиях вы находитесь. Значение карьеры в вашей жизни. Вы знаете, вы хотите карьеру, но пока еще не умеете простраивать взаимодействие. То есть в вашей голове стоит вопрос, как бы заработать денег. Пусть сначала это будет небольшая сумма, но заработать. Но проблема-то в том, что вы еще не научились общаться. Может быть, это как раз связано с тем, что вы хитрец по своей натуре, и с вами, возможно, не хотят взаимодействовать в силу того, что вы неоднократно обманывали или как-то себя вели не очень правильно. Прошлый опыт, который влияет на достижение успеха. У вас прошлый опыт не очень успешный, судьба была не на вашей стороне, потому что вы, видимо, поступили как-то неправильно и раскрутили колесо фортуны и удачи в обратную сторону. Поэтому все, что у вас в прошлом, какие были попытки сформировать свою карьеру, были они неудачными и неуспешными. Что я не смогу изменить? Вы по своей сути торопыга. Вы все время хотите, чтобы все быстрее, быстрее, быстрее. Вот это, наверное, ваш, с одной стороны, минус, а с другой стороны и плюс. Но есть такое выражение, и мудрые давно уже об этом говорили: поспешишь, людей насмешишь. Поэтому поработайте над этим качеством характера своим и сделайте из этого себе большой бонус, большой плюс. Подумайте, как можно это сделать. Что нужно делать, чтобы достичь успеха? Во-первых, нужно понимать, что если что-то не получилось, то не надо огорчаться, потому что впереди у вас еще новые идеи,
развитие бизнеса, новые проекты и так далее. То есть не зацикливайтесь на том, что у вас не получилось. Вы перевернули часть кубков, но ведь не все кубки перевернуты. Что-то осталось. Это говорит о том, что надо посмотреть вокруг себя и увидеть, что вариантов очень много. Главное не огорчаться и двигаться вперед. Вселенная вам говорит: все, в чем нуждаюсь, я получаю всегда. Будет день и будет пища. Говоря другим «да», убедись, что ты не говоришь «нет» себе. Не обманывать. Мы закрываем глаза, когда молимся, целуемся или мечтаем, потому что самое прекрасное мы не видим, а чувствуем сердцем. Включайте интуицию, и именно она подскажет вам, как поступить. Никогда не поздно поменять что-то в жизни, ведь это действительно важно. Полный стакан воды не нальешь, а это значит, всегда учитесь, набирайтесь опыта и, несмотря на все свои ошибки и особенности характера, совершенствуйтесь и приходите к новому пониманию и к новому развитию. Лунный оракул говорит вам: вашим мечтам нужен практический план. Не торопитесь, напишите свой план развития, сформулируйте цели, поставьте перед собой задачи, определите средства, которыми вы будете пользоваться, и начинайте действовать. Ну, а самое главное, научитесь взаимодействовать. Чувствовать и понимать не только себя, но и своего партнера. И тогда вы начнете двигаться по карьерной лестнице вверх. Как всегда, вся информация под видео. Приглашаю на личные расклады. Всегда с вами и для вас Лебедь Белая. До новых встреч!